Всем привет! Сегодня поговорим о такой ситуации, когда у тебя есть ключ, ржавый, нож, неважно, там, ржавый любой предмет. И ты знаешь о том, что либо ты слышал, что соляная кислота, либо лимонная кислота, в моем случае буду использовать ее, она хорошо избавляется от ржавчины, то есть ее можно применять. В данном случае у меня есть вот такой вот ключ, то есть он полностью ржавый, как видите. Вот. Я его одну сторону погружу в лимонную кислоту, пройдут сутки, и, собственно, посмотрим на этот результат. То есть, действительно оно действует или нет. То есть, приступим. Так, друзья, собственно, подогрел я воду. Итак, заливаем. Примерно половина. Берем лимонную кислоту. У меня вот такой вот пакетик, 25 грамм. Полностью его высыпаем. Естественно, перемешаем. Итак, погружаем данный ключ. То есть, напомню, он полностью ржавый. Такой вот. Как-то вот так. Ну все, пройдут сутки. Для вас это пройдет буквально пару секунд. Для меня, естественно, пройдут сутки. И посмотрим, что получилось. Так, друзья, истинный момент. Прошли ровно сутки. И, собственно, посмотрим, что у нас получилось. Итак, ну, в принципе, разницу уже ощутимо видно. Как видите, вода уже покрылась маленьким осадком. Это слой ржавчины, скорее всего. Сейчас возьмем это, отложим. Возьмем щеточку. И вот так вот сделаем. Сильно зачищать не буду, потому что нет смысла. Так, сниму осадок немного, который уже вышел, скажем так. Сейчас я протру. Итак, истинный момент. Что же у нас получилось? Думаю, контраст будет сильным. Итак, вау. Просто... Блин, в это невозможно поверить. Класс. Напомню, использовал обычную лимонную кислоту. Подождал сутки и вот. Вот это контраст. Сейчас приближу. Вот каким был ключ. Ржавым. Эту сторону я окунул в лимонную кислоту. Подождал сутки и, собственно, вот такой результат. Вау. Вот так в данный момент выглядит осадок. Кому интересно, смотрите, сколько вот вышло, получилась осадка. Вот, скорее всего, вот это оно все растворилось. Как-то так.